Здравствуйте! Сегодня, как вы можете видеть, у нас на повестке дня свеженький сериал от Amazon «Поколение Ви». Кто не в курсе, это спин-офф прекрасного сериала «Пацаны», 4-й сезон которого я ожидаю с большим нетерпением. Как по мне, ситуация у компании Amazon с сериалами, мягко говоря, спорная. Ну вот не было у них до «Пацанов» ни одного громкого и при этом реально качественного сериала. Джек Райан очень даже неплохое шоу, но особой популярности и хайпа у него не было. Джек Ричер вроде как и претендует на достойный сериал, но с ним ситуация спорная. «Кольца власти»? Телешоу очень громкое, но думаю, не стоит напоминать о том, что является оно дреснёй первосортной. «Колесо времени» тоже муть блевотная с максимально упоротым сценарием. Но вот «Пацаны» в 2019 году эту малоприятную для Amazon ситуацию исправили. Этот сериал назвать плохим либо средним лично у меня язык не повернется. Все 3 сезона мне зашли просто на отлично. Мне очень понравилось не только наличие большого количества черного юмора, похабщины и кровищи, но и отличные, невероятно харизматичные персонажи. Этот сериал продемонстрировал супергероев не идеальными личностями, как их показывают в подавляющем большинстве случаев. В «Пацанах» эти герои были показаны со всем спектром недостатков и пороков, свойственных обычным людям. Здесь вы не встретите идеального и лощеного Супермена, который никогда никого не убьет. Здесь супергероям свойственен страх, ненависть, зависть, тщеславие, жадность, злоупотребление алкоголем и всем возможным спектром запрещенных веществ, ну и само собой весь перечень извращенных сексуальных утех. Немного необычный для кинематографа взгляд на супергеройку, согласны? Да, по поводу последнего сезона некоторые зрители малость душнили и доебывались до него, но мне лично он тоже зашел. Да, по сравнению с первым сезоном там было меньше моментов, над которыми можно было поржать, но все равно он получился очень даже хорошим. А Дженсен Эклс в роли солдатика так вообще охуеть как порадовал. А сейчас до нас наконец-то добрались первые 3 серии спин-оффа, которые я ждал не то чтобы с невероятно большим нетерпением, но с довольно сильным любопытством, на всякий случай не возлагая на него больших надежд и не завышая свои ожидания. Ибо всем нам известно, что спин-оффы имеют свойство иногда выпускаться с банальной целью по-легкому срубить бабла при малых затратах денег и времени. Из-за этого, собственно, иногда и получаются такие шедевры наподобие «Ведьмак. Происхождение». Ссылка на мое видео по нему, кстати, будет в описании и в конце этого ролика. А пока мы не перешли к делу, попрошу тех из вас, кому интересна True Crime тематика, а также тех из вас, кто просто хочет меня поддержать. Подписывайтесь на мой 2-й канал. Там я рассказываю про различных маньячин, которые во времена своей деятельности настолько прославились в обществе, что повлияли на медиаиндустрию, и про них были сняты фильмы, а иногда они даже появлялись в видеоиграх. Также в скором там появится видео и на другие темы, связанные с мрачными, таинственными, непознанными и жуткими событиями. Там я говорю не за кадром, а сам лично в этом кадре присутствую. Ссылка на этот канал будет в описании под видео, а также на конечной заставке в этом ролике появится ссылка на последнее видео на том канале. Но есть большая просьба. Подписывайтесь только в том случае, если эта тематика вам действительно интересна. Ну или если вы прям очень сильно хотите меня поддержать. Если вам не нравится видео на такую тему и вы не планируете их смотреть, то и подписываться не стоит. Пожалуйста, не портите статистику и смотрите ролики, если не до конца, то хотя бы дольше 10 минут. Заранее спасибо. Сразу хочу уточнить, что следующая часть видео из себя представляет один сплошной спойлер, так как в ней я пересказываю сюжет. Кто собирается смотреть сериал самостоятельно и не хочет заспойлерить себе сюжет, переходите сразу к главе, в которой я выношу вердикт данному произведению. И да, это всего-то первые 3 серии. Возможно, дальше с выходом новых эпизодов ситуация в сериале изменится в лучшую или худшую сторону. А сейчас перейдем к делу. В первой серии события происходят за 8 лет до нашего времени. Нам сразу демонстрируют несколько персонажей, знакомых нам по оригинальному сериалу. Но речь будет идти не о них. Затем мы видим семью за стандартным провождением свободного времени. Родители смотрят телевизор, дочурки резвятся в той же комнате. Одной из них внезапно стало слегка не по себе. Заболел живот, значит, кто-то там живет. Девчуля отправилась в уборную, где обнаружила, что у нее начались месячные. Ну вот, казалось бы, начались и начались, хуй с ними. Ну вот только кровь начала вести себя явно не по законам физики и устремилась вверх. К такому повороту событий она явно не была готова, отчего реакция была соответствующей. Она устроила легкий погром в уборной, и из-за шума заботливая мамаша посчитала, что чадом творится что-то неладное, и выбила дверь. Малая в состоянии шокового ахуя от происходящего запулила своими мисюками в сторону мамаши как метательным ножом, расхерачив ей таким образом артерию. Затем сюда же подоспел глава семейства, после чего ситуация полностью вышла из-под контроля и девица устроила кровавый взрыв, грохнув обоих родителей. Сама она осталась жива, также выжила и ее сестра.
Затем события переносятся в наше время. Мы видим уже повзрослевшую Мари. Так зовут эту героиню. Живет она в данный момент в какой-то спецшколе. Свои силы она уже в некоторой степени освоила. Ну, судя по всему, из-за постоянных тренировок. А кровище-то вылилось как из кабана. Затем она видит, как одну из ее коллег по несчастью силой упаковывают и увозят в неизвестном направлении. После этого Мари узнает о том, что ее приняли в университет Годолкина. Там обучаются другие молодые люди с суперспособностями. Да, в этой вселенной таких людей довольно много. Это все из-за препарата Ви. Он дает людям суперспособности. Некоторые особо прошаренные и дальновидные родители дают этот препарат своим детям с самого рождения. Делают они это для того, чтобы в будущем их чадо с суперспособностями имело возможность прославиться и Делают они это для того, чтобы в будущем их чадо с суперспособностями имело возможность прославиться и разбогатеть. В этой вселенной людей со способностями называют суперами. Здесь у всех суперов есть свои рейтинги в обществе, страницы в соцсетях, каналы на ютубе и армии фанатов. Мари прибывает в общежитие, где знакомится со своей соседкой по комнате Эммой. Она умеет уменьшаться в размерах. Правда, делает она это весьма своеобразно, но об этом немного позже. Затем нас знакомят еще с несколькими действующими лицами сериала. Это Андре Андерсон, он обладает телекинезом. А это Люк Риордан, или Люк – огненный пиздюк. Его роль, кстати, исполнил сын Арнольда Шварценеггера. Сам Люк является здесь, скажем так, местной суперзвездой с самым высоким рейтингом в универе, а это его девушка Кейт. Она, прикоснувшись к человеку, может заставить его делать все, что ему прикажет. После этого Мари узнает о том, что ей не будут преподавать курс ведения борьбы с преступностью. Это здесь очень популярный предмет, потому что многие хотят после окончания универа бороться с преступностью, как ни странно. Она отправляется к директору универа для того, чтобы выяснить, почему так произошло. Здесь она знакомится с Джордан или Джорданом. Этот тип может превращаться в девушку или парня, когда захочет, ну и дополнительно он обладает пуленепробиваемостью. Также он является ассистентом директора, и это именно он забраковал Мари при зачислении на курс по борьбе с преступностью. Директор советует ей попробовать себя в сценическом искусстве. Она, само собой, расстроена. Вскоре вечером Мари помогает задержать Сэма, который то ли чем-то обдолбался, то ли просто поехал кукухой и носится по всему кампусу как обосранный. Он обладает охуенно большой силой и является братом огненного Люка. Затем директор Бринг сообщает огненному пиздюку о том, что он пропихнул его в семерку. Это местная компания супергероев, которая как раз таки типа борется с преступностью, хотя сами являются личностями далеко не идеальными, а порой и вообще редкими уебанами. Но они очень известные и богатые. Короче, очень многие суперы невероятно сильно хотят стать частью их коллектива. Вскоре Мари приглашают потусоваться с местными элитными пиздюками. Затем нам демонстрируют весьма специфическую сцену развлечений Эммы и какого-то ушлепка. Здесь вот и будет показано, как она уменьшается в размерах. Для этого ей приходится блевать. У чувачка, кстати, весьма специфические фантазии. Как вы можете понять, вот там, где заретушировано, можно увидеть, как Эмма, достигнув размера дюймовочки, кое на чем висит. Затем на тусовке Андре решил подкатить к телочке, выебываясь своими способностями. Он сделал из монетки птичку с очень острым клювом и решил отправить ее полетать. Его случайно толкнули, и птичка вспорола девушке артерию. Ребятишки по-шустрому сдриснули, а вот Мари, которая умеет управлять кровью, смогла спасти ей жизнь. Вот здесь у меня возник один вопрос. Если ты такая благородная и хочешь помогать людям, то нахуя тебе вообще вперся этот курс борьбы с преступностью? Из тебя вышел бы такой реаниматолог, что памятник в каждом городе США тебе поставили бы еще при жизни. Наутро ее вызвали к директору. Малыха думала, что за такой подвиг ее ждет вознаграждение. Но старый пердун решил выгородить Андре, так как у того заряженный папаша, который является супергероем. Он хочет свалить вину на Мари и отчислить ее из универа. Вот так благодарность. Немного погрустив, она решает еще раз потолковать с директором. Но вот когда она зашла к нему в кабинет, то увидела, как Люк сжег его нахер. Он явно не рассчитывал на то, что его заметят за этим делом, и решает грохнуть незваную свидетельницу. Решительное сопротивление ему оказали Джордан. Ну вот хуй пойми, какое местоимение здесь применить. Тем не менее, Люк его вырубил. Затем на улице его успокоил Андре. Люк что-то ему шепнул на ушко, улетел повыше и самоликвидировался, вызвав дождь из потрохов и кровища. Во второй серии местные шишки совещаются на тему того, как покрасивее преподнести то, что произошло с Люком и директором Бринком. Они решают сделать героями недавнего происшествия Андре и Мари. Ну, типа они остановили Люка.
А вот на то, что это Джордан сражался с огненным пиздюком и спас Мари, всем как-то похуй. Затем Андре сообщает Мари о том, что Люк прошептал ему на ушко о том, что он что-то передал его отцу. Также он говорит, что вся недавняя трагическая история выглядит как-то подозрительно и просит Мари помочь ему разобраться в этой ситуации, но ей как-то не особо хочется ему содействовать. Я думаю, это, наверное, потому что Люк ее до этого хотел грохнуть. Затем мы видим, как над Сэмом ставят какие-то зверские опыты. Вскоре Андре находит в статуе своего отца телефон. Вот про что шептал ему на ухо Люк. Там есть видео, в котором он говорит о том, что его брат Сэм, про которого я только что говорил, находится под зданием универа, и с ним там творят какую-то хуету. Также он сообщает о том, что и директор Бринг к этому причастен. После этого Андре проникает в кабинет директора и находит на его ноуте запись с Сэмом в лаборатории. Туда же прибывают какие-то бойцы и забирают ноут. Мари во время интервью решает не говорить о том, что этот Джордан сражался с Люком и присваивает всю славу себе. Малодушная пизда. Тем временем Андре следит за вооруженными спецами, но попадает в западню, из которой его весьма своеобразным способом вытаскивает Кейт. В третьей серии нам показали, как Эмма снова становится большой. Короче, когда она блюет, то уменьшается, а когда ест, становится большой. Все логично. Также в этой серии будет достаточно много моментов, где будут освещаться проблемы детей и родителей, их взаимопонимания, эксплуатации этими же паскудными родителями этих же детишек с суперспособностями и прочей не самой важной в плане сюжета тягомотины. Андре просит Эмму помочь ему, а именно забраться в подвал школы и разнюхать, что там происходит. Ну, она и забралась. Как мы можем видеть, там действительно содержат некоторых учеников с суперспособностями. Эмма забралась в камеру к Сэму, но он ее заметил. После этого Андре в разговоре с отцом упомянул о том, что он знает, что в подвале школы происходит какой-то пиздец. Как оказалось, папаша в курсе этого и советует юноше не совать туда свой пятак, пока его не отрубили. После этого Эмма сообщает Сэму о том, что они планируют его вытащить. Здесь нам становится известно, что парнишка поехал кукухой. Но не то чтобы полностью, но довольно ощутимо. Затем Мари подружилась с Кейт и Джордан. Сейчас нам становится известно о том, что Эмму засекли, и в камеру Сэма отправили охранника для того, чтобы он все проверил. Эмма его убивает, забравшись к нему в одно ухо и выйдя из другого. Конец третьей серии. Пришла пора вынести вердикт. Сказать, что этот спин-офф получился совсем уж хуёвым, пока что не получится. Судить только по первым 3 сериям нельзя. В целом этот сериал хоть и в меньшей степени, но пытается следовать духу оригинала. Здесь присутствует жестокость, кровище и похабщина. Так же, как и в оригинале, здесь показана циничная обратная сторона индустрии супергероев и то, как на них зарабатывают деньги. Есть также в общем и целом не самая плохая сюжетная завязка. Хоть она уже и сейчас прямо-таки мощно попахивает вторичностью, но лично мне все-таки любопытно узнать, зачем именно в подвале под универом над студентами проводят опыты. Но эта завязка простая до безобразия. Чем авторы будут пытаться удивлять нас далее, узнаем с выходом новых серий. Боевая сцена была пока что только одна. В общем, звезд с неба она не хватает. Для такого сериала ничего удивительного. А вот сейчас хочу упомянуть про то, что особого восторга на данный момент не вызвало. Это герои сериала. Актеры вроде как и пытаются играть, но вот проблема именно в самих героях. Они все такие, никакие. Только одна Эмма в исполнении Лиззи Бродвей вызывает хоть какой-то интерес. Причем не самый сильный, если быть честным. Здесь стоит только вспомнить актерский состав и героев оригинального сериала, и каст спин-оффа просто меркнет. Сами вспомните Мясника, Француза, Кимико, Хоумлендера, Солдатика. Это действительно харизматичные и запоминающиеся персонажи. А здесь я маломальски запомнил только эту блюющую дюймовочку. Еще хочу сказать кое-что по поводу сценария. Я не увидел здесь даже половины того драйва и цепляющих событий, которые были только в первых 3 сериях «Пацанов». Там за эти 3 серии успели грохнуть девушку одного из главных героев. Взяли в плен очень паскудного супера из самой «семерки», которого невероятно трудно ликвидировать. Потом они таки грохнули его очень уж специфическим методом. Там же еще бабища одного из главных суперов своей жопой раздавила человеку череп. И это далеко не все. То есть события там развивались невероятно стремительно и эффектно. Здесь же такого развития событий я пока что не наблюдаю. Надеюсь, только пока что. Если в дальнейшем в сериале появятся действительно яркие персонажи или уже имеющиеся действующие лица каким-то чудом начнут раскрываться сильнее, а также происходящие действия получат более стремительное развитие, то может получиться вполне себе неплохой спин-офф.
Еще, конечно, хотелось бы, чтобы здесь появилось побольше юмора. А так, после просмотра первых 3 серий, выводы делать рано. Если все останется на таком же уровне, как и в этих 3 эпизодах, то это будет очередной спин-офф совсем средней паршивости. Но впереди нас ожидает еще аж целых 5 серий, и данный сериал имеет все шансы стать вполне себе достойным произведением. Второе видео на канале по нему, если и будет, то только после завершения всего сезона. А это видео подошло к концу. Напомню вам про мою просьбу подписаться на мой второй канал, если вам интересна True Crime тематика. Ну а что делать дальше, вы знаете. Подписывайтесь на канал, лайки или дизлайки по вашему усмотрению. Также буду рад почитать ваши комментарии. До новых встреч и всего вам хорошего.